Всем привет, друзья! Рада вас видеть на канале Советы для дома. Сегодня я хочу вам показать, как правильно мыть окна. На окне скапливается огромное количество пыли, особенно много ее по бокам рамы, сверху окна, на москитной сетке и в нижней щели. На резинках со временем появляется чернота, из-за них, кстати, потом на белой раме остаются черные следы. Если у вас окна потеют, то внизу окна на резинках может появиться плесень. На самой раме также могут быть следы от рук или от насекомых. Сами стекла покрываются пылью, на них остаются капли от дождя, птички тоже могут постараться. Так вот, давайте разбираться, как не развести грязь по окну, а сделать все правильно и максимально быстро, чтобы рама снова была белая, а стекло идеально прозрачное, без разводов. Перед тем, как начинать мыть окно водой, очень важно убрать сухую пыль. Если вы возьмете мокрую тряпку и приступите к мытью окна, то пыль превратится в грязную кашу и ее будет намного сложнее удалить. Так что давайте не будем развозить грязь. Берите сухую салфетку из микрофибры и вытирайте ей стекло, раму, подоконники и наружный отлив. Начинать нужно с более чистых частей окна. Сначала стекло внутри, рама внутри, подоконник, затем открывайте окно, протирайте его по периметру, дальше стекла и рама снаружи и в конце вытирайте отлив. Этот этап сильно упрощает дальнейшую уборку. Теперь можно переходить к влажной уборке. Возьмите 5 литров теплой воды и добавьте в воду 1 столовую ложку жидкого хозяйственного мыла. Такой раствор отлично растворяет пыль, уличную грязь, следы от рук и жирный налет. Смачивайте салфетку из микрофибры или мягкую губку в растворе и хорошо ее отжимайте. Во время мытья особое внимание уделяйте местам, где скапливается больше всего грязи. Вот у меня ручка за секунду стала чистая. Раствор хоть и простой, но замечательно все отмывает. Самые грязные части окна – это обычно углы, стыки пластика, ручка и рама вокруг ручки. Мыть нужно в том же порядке: стекло, рама, сначала внутри, потом снаружи. Если у вас на раме осталась пленка, то несколько способов, чем ее можно убрать, я показала в отдельном видео. Ссылка на него сейчас отобразится в подсказке вверху справа, и оставлю ее в комментариях. Смотрите, вот эта чернота от резинок на раме. У кого тоже такая проблема, просто знаете, теплая вода с хозяйственным мылом, и все отмывается на раз-два. Вот здесь на раме то же самое. По периметру она вся черная от резинок. Протирайте микрофиброй. И смотрите, вот так рама выглядела до. И вот такая белая она после. Для того, чтобы убрать черноту с резинок, протирайте их мыльной водой. Затем нам понадобится немного перекиси. Смачивайте щетку в перекиси и протирайте резинки. Через 5 минут салфеткой из микрофибры начинайте убирать черноту. Если вы видите, что отмывается она медленно, тогда воспользуйтесь жесткой стороной обычной кухонной губки. Резинкам от нее ничего не будет, но делайте все аккуратно, чтобы не остались царапины на самой раме. Вот в этом месте окна может начать расти плесень. Это происходит из-за конденсата и пыли. Предотвратить появление плесени очень просто. Видите, что на резинке образовался конденсат? Берите сухую тряпку и вытирайте его. Чтобы убрать плесень, используйте зубную щетку и перекись. Распределяйте, оставляйте на 30 минут
Дочищайте плесень щеткой и вытирайте резинку влажной тряпкой. После мыльной тряпки окно нужно протереть сначала чистой влажной тряпкой, а затем вытереть его насухо. Давайте еще расскажу несколько важных моментов. Обязательно нужно мыть москитную сетку. Она собирает огромное количество пыли, и когда вы открываете окно, пыль попадает в комнату. Поэтому регулярно снимайте сетки и мойте их. Здесь ничего выдумывать не нужно. Отнесите в ванну, намочите водой, намыльте большую мягкую губку хозяйственным мылом, помойте сетку, сполосните ее водой и дайте высохнуть. Еще один момент. Если вы хотите, чтобы на стеклах не оставались разводы, не давайте раствору высохнуть. Окна не нужно мыть под прямыми солнечными лучами, средство быстро высыхает и вы просто не успеете протереть стекло. В сильный ветер средство со стекол испаряется тоже очень быстро, поэтому мыть окна нужно в пасмурную, безветренную погоду. Чтобы убрать всю грязь внизу окна и ничего там не размазать, используйте вот такую щелевую щетку. Она тонкая, везде подлезет и все вычистит. Берите пылесос и щеткой с пылесосом убирайте отсюда всю пыль и песок. После сухой уборки повыбивать остатки грязи со всех углов можно тонкой струей из распылителя и теплой водой. Чтобы вычистить вот эту щель, складывайте тряпку подобным образом и вытирайте ее. Остатки грязной воды впитаются в тряпку, и низ окна будет чистый. От сильной грязи стекло мы вымыли мыльным раствором. Если же на стекле есть следы от камашек, птичий помет, тогда возьмите бумажное полотенце, хорошо размягчите загрязнение и пластиковой картой все аккуратно соскребите. Сейчас же нужно избавиться от вот этих разводов на стекле. Отмыть стекло без разводов можно нашатырным спиртом, йодом, чаем и уксусом. Мне нравится мыть окна с уксусом. В распылитель налейте 1 стакан воды. Кстати, вода должна быть очищенная или обратным осмосом, или дистиллированная. Если у вас жесткая вода и вы помоете стекла, то на них могут остаться белые полосы. Дальше нам понадобится еще 1 столовая ложка, но в этот раз уксуса. Добавляю его в воду, закрываю распылитель, немного перемешиваю и этим раствором буду мыть стекла. Обрызгивайте стекло и протирайте его салфеткой из микрофибры. Только для этих целей нужно использовать специальную салфетку для стекол и зеркал. У нее плоское переплетение волокон, и она не оставляет после себя ворса. Если у вас на стекле есть наклейки, то их можно убрать уксусом или растительным маслом. Подробнее показала в видео, которое появилось в подсказке. Если вы будете придерживаться этих правил во время мытья окон, то никакого размазывания грязи и никаких разводов на стеклах у вас больше не будет. Окна будут идеально чистые. Попробуйте такой способ и посмотрите, насколько легче станет уборка. Алгоритм очень простой. Сначала обеспыливание, затем влажная уборка и только потом мытье стекол. Если мои советы вам понравились, ставьте под видео лайк и подписывайтесь на мой канал.
Всем спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео.